Всех приветствую на канале Путь Богача, меня зовут Евгений, и в этом видеоролике мы поговорим про линии доверия TrustLine для XRPL. Многие используют их для того, чтобы получать airdropы, и вот, предположим, вы нашли новый airdrop. Tipper. Давайте рассмотрим на этом примере, не знаю, что это даже за линия доверия, но суть не в этом. Рассмотрим, как ее добавить, как избавиться от нее, и по ходу дела расскажу, какие в этом есть риски. Значит, смотрите, у меня есть аккаунт в SumUp, куда я добавляю всякие различные линии доверия и получаю впоследствии бесплатные монеты. Вот этот аккаунт, можно посмотреть, здесь у меня достаточно большое количество линий доверия, но не в этом суть. Когда мы добавляем новую линию доверия, мы открываем ссылку, у нас открывается QR-код, ну или вот такое вот окошко, где мы подтверждаем и появляется уже QR-код. Далее в самом SumUp мы нажимаем на эту кнопку, открываем сканировать QR-код и добавляем эту линию доверия. Навожу на экран. Теперь нужно подтвердить действие свопом вправо. Подтверждаю. Далее продолжить. И подтверждаю все отпечатком пальца. Таким образом появляется новая линия доверия на аккаунте. Вот теперь если закрыть. И вот таким вот образом у меня на одну линию доверия стало в кошельке больше. Но безопасно ли все это? Я погуглил и нашел много всяких различных ответов. Давайте о них и поговорим. Вот, например, XRP Labs отвечает пользователям на этот вопрос таким образом. Линии доверия безопасны. Если вы отправили его на 0, вы не можете получить токен. Это означает, что если вы выставляете лимит при выставлении линии доверия на 0, то токены вам никто не сможет прислать. Линии доверия — это согласие на хранение определенного токена. Они ничего не могут сделать с вашим кошельком или балансом, разве что при неправильной настройке, но XSUM этого просто не позволит. Идем дальше. Обсуждение на форуме. Пользователь спрашивает: допустим, я установил линию доверия с Sologenic. Означает ли это, что Sologenic может снять у меня средства, которые отличаются от XRP? И если да, то получу ли я долг, если они не вернут? На что ему опять же завсегдатай форума отвечает: нет. Линия доверия, установленная в вашей учетной записи XRPL, просто означает, что назначенная учетная запись может вносить свои токены в вашу учетную запись до установленного вами максимума. Давайте более развернуто получим информацию от GateHub. Что такое линия доверия на самом деле? Данная строка доверия указывает, кому вы доверяете какой актив. При создании линии доверия, например, на GateHub, вы, то есть ваш кошелек, говорите, что вы доверяете GateHub хранить указанный актив, пока вы используете его в своем кошельке. Если говорить проще, то линия доверия — это объект, принадлежащий кошельку, который указывает, какой адрес является доверенным для того или иного кода актива. Один адрес может выдавать более одного актива, но это не всегда лучшая идея. И таким образом линия доверия, как правило, принадлежит лишь одному какому-то конкретному токену. Опять же, отвечая на вопрос о безопасности, здесь написано, что создание линии доверия не подвергает ваш кошелек какой-либо атаке. Это просто позволяет вашему кошельку получить рассматриваемый актив, то есть который вам в данный момент интересен. Если вы получаете airdrop и ждете его, то значит просто настроили линию доверия на конкретную монету и никаких рисков от этого вы не испытываете. Однако это может привести к налоговым обязательствам в определенных юрисдикциях, если вы получили этот самый airdrop. Написано здесь, но я не знаю, в каких странах такие законы, что за получение airdrop ты должен еще и заплатить налог. В любом случае, если вы получили airdrop не через какой-нибудь Global ID, то никто никогда даже не узнает, что вы его получили, поэтому ни о каких налогах здесь тоже речи быть не может. Таким образом, отвечая на вопрос, безопасно ли выставлять линии доверия, ответ будет следующим: это полностью безопасно. Итак, мы выставили линию доверия для получения airdropа Tipper. Для того, чтобы выставить саму линию доверия, с нас списалось 2 XRP, но на самом деле это всего лишь резервация. Как только мы удалим линию доверия, 2 XRP вернутся к нам в кошелек. И давайте представим, что мы дождались airdropа. На самом деле я просто купил эти монеты, но предположим, что мы их дождались, нам они зачислились на кошелек в виде бесплатной раздачи, и вот я их вижу и хочу продать. Нажимаю дальше обмен, далее жму переключатель, чтобы обменять монеты на XRP. Выбираю все и вижу, что можно эти 100 монет продать за 5 центов. Но я не могу их продать, потому что снизу вот такая вот табличка. Разница в цене между предложениями покупки и продажи слишком высока. И таким образом складывается впечатление, что линия доверия попала в ловушку. Потому что если вернуться назад и нажать на саму линию доверия, то нету кнопки «Удалить». Поскольку на этой линии доверия имеются токены. Если нажать на любую линию доверия, где нету токенов, допустим, вот на нижнюю, то здесь есть кнопка «Удалить», и мы можем запросто удалить линию доверия. Но поскольку здесь есть токены, кнопка «Удалить» отсутствует. Что же делать? Продать мы не можем.
потому что токены не продаются, как вы видите, вот из-за этой ошибки снизу. И линию доверия тоже удалить никак. На самом деле выход есть, и он очень простой. Выйти из этой ситуации нам поможет сторонний сервис XRP Toolkit. Для этого заходим на этот сайт, нажимаем затем в верхнем правом углу Connect Wallet. Здесь выбираем, через что мы будем подсоединяться, и в данном случае у меня, например, XUM App. Я нажимаю XUM App, далее нажимаю Connect XUM. Появляется QR-код. В самом XUM App я нажимаю на кнопку посередине, сканировать QR-код, и сканирую его. И даю подтверждение этому сервису на то, чтобы пользоваться этим кошельком. Все подтверждаю отпечатком пальца. И может быть у вас там пароль. В общем, неважно, все это подтверждаем и попадаем в этот сервис. Здесь нам нужно нажать кнопку Trade. Далее нажать на этот треугольничек. Открывается меню, где нам нужно к XRP подставить ту пару, которую мы хотим продать. В данном случае это будет Tipper. Его котировка была TPR. Вот она. Находим, открываем и меняем токены местами, нажимая на эту кнопку Switch. Все, они поменялись местами. Теперь нажимаем в произвольном месте и появляется вот это вот меню. И поскольку нам нужно избавиться от токена, то нам нужно перейти из вкладки Buy во вкладку Sell. Нажимаем на Sell. И вписываем сюда то количество токенов, которые хотим продать. В данном случае у меня их всего 100 монет, поэтому я вписываю 100. На самом деле давайте впишем 50, чтобы я вам показал двумя способами, как можно избавиться от этого токена. Итак, например, мы хотим продать по маркету, нажимаем Place Sell Order на красную кнопку ниже. Опять выскакивает вот это вот меню с XUM. В самом XUM появляется уведомление, что нужно подписать транзакцию. Если этого не происходит, то нажимаем вот на эту кнопку «Показать QR-код». В таком случае появляется QR-код, и его можно будет отсканировать вручную через вот эту черную кнопку. Но у нас все появилось, нажимаем «Подписать запрос», после чего свапаем вправо и подтверждаем транзакцию отпечатком пальца или пин-кодом. Все подписано. Смотрим, уменьшились ли токены. Уменьшились, все получилось. Но бывает такое, что по маркету не получается продать. Именно для этого я и оставил 50 токенов для того, чтобы показать, как продать через лимитные ордера. Для этого нужно перейти в лимитный ордер. Здесь указываем количество монет, которые хотим продать. В нашем случае это будут оставшиеся 50 монет. Здесь указываем стоимость в XRP, за какую сумму мы хотели бы продать. Если цена токена сейчас после запятой составляет 3.08, то логично будет выставить именно эту сумму или даже дешевле, чтобы наверняка продать. Но имейте в виду, что если не получится продать по одинаковой цене с чартом торгов, то просто выставляйте чуть ниже. Например, вот видите, тут в стакане вообще хотят купить за куда меньшие деньги. Видите, пока болтал, цена ушла вниз. Кто-то сделал продажу. В общем, давайте попробуем продать уже не по 3.08, а учтем на этот раз желание покупателя, а хотят купить по 0.0049. Вот по такой сумме мы и выставим наш ордер. Давайте Place Order сделаем на эту сумму теперь. Снова подписываем сделку. Мы видим, что в приложении исчезли монеты. Теперь, если нажать на эту линию доверия, то появляется кнопка «Удалить эту самую линию доверия», которая нам уже не нужна, которую мы не могли высвободить через приложение XUM без стороннего сервиса XRP Toolkit. Теперь нажимаем «Удалить». Нажимаем «Да, я уверен». Обратите внимание, у меня было 51 XRP на счете, и теперь после удаления этого актива у меня должно появиться плюс 2 XRP, то есть мой счет составит уже 53. Вот видите? Актив успешно удален из вашего аккаунта, и количество XRP у меня тоже увеличилось. Здесь также есть очень интересная кнопка «Объяснить». Если сюда нажать, то здесь будет видно, что на самом деле баланс аккаунта составляет 159 XRP. Доступно свободных XRP 53, а зарезервировано 106. Это и есть как раз те самые 2 XRP с каждой линии доверия, которые у меня на аккаунте. Если я все линии доверия удалю, то у меня получится баланс 159 XRP. И в завершении данного видеоролика приглашаю вас всех в телеграм-канал нашего сообщества. Обязательно подписывайтесь, ну а видеоролику ставьте, безусловно, лайки. Вы были на канале Путь Богача, и если нам по пути, то знаете, что делать. Кнопка подписки доступна для всех.